Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво, а самое главное полезно. И если вы любите готовить так же, как и я, то вы на правильном канале. Дорогие мои друзья, я сегодня предлагаю с вами сделать блюдо мира, о котором спорят Армения, Грузия, Азербайджан, Турция, Иран и арабские страны, и Греция также. И вы, может быть, уже поняли, что мы сегодня с вами будем делать долму. Я вчера, когда увидела, что мой муж подстриг наш виноградник, у нас немерено винограда в этом году, так же, как и в прошлом, по сути, и я вспомнила об этом блюде, которое первый раз попробовала у своей любимой бабушки, сестра которой была замужем за грузином. И она это делала блюдо совершенно потрясающее. И, в общем, сегодня я вам всем предлагаю повторить этот шедевр вместе со мной. Для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, мы с вами должны иметь измельчитель. Если у вас нет измельчителя, все можно спокойно порезать ручками. Кастрюля, чугунок так называемый. Одна сковородка, которая с крышечкой должна быть, 2 силиконовые лопатки, маленькое полотенце и из продуктов питания килограмм смешанного фарша, у меня свинина с говядиной, 50 грамм бульгура, он, когда разварился, где-то у меня теперь 150 грамм. 2 большие луковицы, которые я порезала мелко. Для соуса нам понадобится 200 грамм сметаны или же у меня греческий йогурт, 200 грамм мелко порезанной моркови, стакан воды, виноградные листья, которые я тоже уже обдала кипятком, и они вот такими мягкими стали. И из зелени пучок укропа, пучок кинзы, пучок петрушки, одна такая большая луковица, которая порезала на 4 части, также пойдет в блендер у нас. И из специй, но для жарки нам понадобится, естественно, масло. Я взяла масло тхи сегодня. Чайная ложечка паприки, смесь соли с перцем, хмели цунели, немножечко тмина и один маленький такой перчик чили у меня и головка чеснока, которую мы также будем с вами добавлять в мере приготовления нашего блюда. Вот такой вот у нас сегодня прекрасный набор. И давайте приступать к самому приятному приготовлению нашего блюда. Начинаем волшебство. Я включила плиту на температуру 9. И сейчас 1 столовую ложку масла тхи я отправлю вот сюда. И на этом масле мы с вами будем обжаривать наш лук. Масло великолепно пахнет, и оно очень и очень полезное. Масло тхи, оно прекрасно выдерживает температуру нагревания и очень и очень полезное. Теперь отправляем сюда наш лучок. Все уже зашкварчало. И начинаем обжаривать лук до такого, знаете, прозрачного цвета. Лук не должен быть очень зажаристым. Немножечко помешиваем. Пока наш лук обжаривается, мы с вами должны измельчить зелень. Открываем измельчитель. Если у вас такого нет, ничего страшного, мы все можем порезать ручками. Так, я бросаю лук. Буквально 4-5 зубчиков чеснока. Кинза. Я беру сюда именно корешки. Вот прямо так раз. Рву их, потому что именно корешки дадут такой великолепный запах и сочность нашему фаршу. Теперь берем укропчик. Смотрите, целый пучок. Как же он пахнет хорошо. Прям вот так вот рвем его. Петрушку. Петрушка, ребята, это наша. У нас столько петрушки. Она растет у нас просто везде и среди всего, и даже пробивается сквозь камни. И вот так вот это все хорошенечко мы сюда отправляем. Петрушечку, корешочки все.
А зеленушку мы кинзы оставим для нашего соуса. Смотрите, как уже у нас всего много. Так, остаточки лука. И теперь я вам советую все это залить водичкой, чтобы это все хорошенечко взбивалось у нас. Лучок мы также не забываем помешивать. И теперь закрываем наш миксер. И все хорошенечко мы с вами должны порубить. Теперь пошумим немножко. Смотрите, какая у нас красота. И вот эту вот всю прелесть мы с вами отправляем в наш фарш. Фарш мы можем оставить буквально на пару минуток и вернемся к нашему луку. Теперь самое время в наш золотистый лучок отправить паприку, соль с перцем, как я уже сказала, немножечко тмина, буквально чуть-чуть, если вы любите. И обязательно резанный чесночок и чуточку чили. Увеличиваем температурку и даем всему этому еще немножечко потомиться. Запах у нас просто потрясающий. И лучок со всеми специями тоже уже готов. И теперь самое время отправить лучок со всеми специями в наш фарш. Сейчас все ингредиенты, специи, зелень войдет во взаимодействие с нашим фаршем, а также с бульгуром. И это будет так вкусно. Это будет так потрясающе, полезно и хорошо. Теперь вымешиваем наш фарш со всеми прелестями. Дома вы можете взять свои чистые ручки. Я с помощью ложечки, потому как многие критикуют меня, что я там со своими длинными ногтями не делаю так, как это нужно, но перчатки я категорически отказываюсь одевать. Потому как я считаю, на своей кухне мы все делаем своими руками. Но для эстетики я использую чудесную силиконовую ложку. Повторюсь, вы можете это делать с помощью своих чистых ручек. Все вымешиваем до однородной массы. Наш фарш готов. Смотрите, какой он зелененький. Потому что у нас столько всяких полезностей здесь. Какие у нас только травки здесь не присутствуют. И кинза, и петрушка, и укропчик. Ой-ой-ой, и мята даже. Так что фарш готов. И сейчас мы с вами будем приступать к изготовлению нашей долмы. Но тем временем давайте мы с вами сделаем зажарку, которая также нам необходима для этого блюда. В разогретую сковородку мы выливаем еще 1 столовую ложку масла тхин. Сюда я кладу пару зубчиков чеснока. Видите, я их на 4 части порезала, чтобы только вот такой запах раскрылся. И также я импровизирую. Я взяла еще и чеснок с нашего огорода, который такой вот перышками. Буквально чуточку мы обжарим и добавим к нашему чесноку морковку, так хорошо порезанную. И это тоже будет великолепно подходить для нашего блюда. Пока обжаривается морковка с чесночком, морковка не должна быть такой, знаете, сильно разваренной или обжаренной. Она должна хрустеть. Буквально вот пару минуточек мы дадим им всем этим ребятам обжариться. И сейчас самое время приступать к самому интересному, я так считаю. Будем формировать и заворачивать наш чудесный фарш в листья винограда. Берем виноградный лист. Вот он такой. Вот у меня, видите, свежий молодой виноград. У нас его очень много в этом году. И я его обдала просто-напросто кипятком. И видите, он стал таким мягеньким. И вот этой вот глянцевой стороной мы должны его положить вниз. И теперь кладем начинку нашу
вкусную начинку прямо на этот листик и будем формировать наше блюдо. Вот, первый красавчик у нас уже готов. Берем второй, выкладываем фарш. Старайтесь выкладывать столько же фарша на каждый листик, сколько вы положили на первый, чтобы ваши долмашки были одинаковые. Итак, мы делаем с вами абсолютно с каждым листиком. Если у вас листики поменьше, то можно сложить просто-напросто вот так вот, как я это делаю, два вместе. И тоже будет прекрасно получаться у нас. И складываем также. Теперь начинается просто магическое произведение искусства. Открываем наш чугунок, так у нас это называлось. И вот такие вот у нас, видите, листики остались, которые немножечко такие вот, ну, поменьше, что ли, были. И вот именно этими листиками, которые не удались, скажем так, выкладываем их на дно нашей кастрюли или чугунка. Не знаю, у нас в Советском Союзе это называлось чугунок. Сейчас это какая-то супер-дупер кастрюля, которую даже не знаю, как назвать. Так, откладываем. На наши листики виноградные мы сейчас с вами должны положить нашу зажарочку, которая у нас морковка с чесночком и зелеными тоже такими перышками чеснока. Все это мы выкладываем на дно. И вот так вот все красивенько мы с вами выравниваем. И на эту всю прелесть мы сейчас с вами будем выкладывать нашу долму. Один за другим. Видите, у нас все получилось вроде бы как одного размера. Я так очень старалась. И все так у нас будет красивенько. Прям вот по кругу. Теперь этот слой мы еще раз перекладываем нашими виноградными листиками. Ой, которые дадут такой прекрасный вкус. Такой запах. Так. И второй слой у нас идет. И вот последние красавчики у нас идут в нашу кастрюлю. Видите, как у нас все красиво получается. Давайте их немножечко так уплотним, чтобы они получились у нас одним слоем. Это очень важно. Так. И еще один дружок у нас поместится вот здесь вот. Теперь даже можно ручками немножко утрамбовать нашу всю эту дружную компанию. И смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Мы выльем еще 200 миллилитров воды. Все это мы с вами приправим перчиком, свежим перчиком. Добавим немножко соли. Положим сюда с вами кинзу. Немножко листиков винограда, которые у нас маленькие такие, не удались они, но мы ими воспользуемся. Вот так вот. Притрамбуем. И теперь положим с вами вот эту самую тарелочку. Видите, водички должно быть вот столько. Когда я нажимаю, вот она здесь. И немножко приправим хмели сунели. Это будет такой ластач. Теперь мы всю эту прелесть отправим томиться на 40 минут под крышкой. А тем временем мы с вами приготовим соус. Мы берем с вами зелень. Я взяла кинзу, опять же немножечко мяты и укропчика. Все это меленько порежем. Теперь всю зеленушку мы отправляем в сметану или в йогурт.
что у вас есть и что вы предпочитаете. Так как мы готовим с вами такие, знаете, полезные блюда, я взяла йогурт греческий, а не сметану. Но сметана точно так же великолепно подойдет. Отправляем зеленушку сюда, к нам, в эту вот белую прелесть. И сейчас самое время приправить все это чесночком. И теперь в эту ароматную прелесть мы добавляем немного соли. Все это перемешиваем. И наш соус готов. Вот так вот выглядит наш соус. И теперь мы просто-напросто дожидаемся наше блюдо. В данный момент наше блюдо выглядит вот так. Пахнет просто великолепно. И до скорой встречи. Дорогие мои, смотрите на это вот чудо. Какая у меня тарелка? Вы оценили, какая у меня тарелка? Эту тарелку подарила наша дочь Ибн. Хай Ибн, красивенная тарелка, но она очень тяжелая, я ее поставлю сюда. Крупным планом вы все это увидите. Блюдо совершенно потрясающе вкусное и полезное. Как вы видели, я немножечко, как всегда, адаптировала это блюдо тоже под полезное, более полезное блюдо. Почему? Ну, я нутрициолог, и мне сам Бог велел, как говорится. Обычно по оригинальному рецепту обязательно сюда добавляется белый рис. Я же, как вы заметили, добавила цельнозерновой бульгур. То есть это длинные углеводы, и это блюдо получилось еще более полезным. Запах чудесный, все очень аппетитно выглядит и вкусно, и не так-то много времени у нас ушло на приготовление нашей с вами вкусной долмы. Так что, друзья, еще знаете, как можно делать? Вместо, если вы совсем там на стадии такой снижения веса жесткой, то вместо бульгура вы можете добавить рис из цветной капусты. Никто не увидит какой-либо, не почувствует вот этой разницы, но блюдо будет еще менее калорийным и более полезным. Дорогие мои, так что не бойтесь еды, любите готовить и баловать членов своей семьи своими изысканными какими-то блюдами, рецептами. Но помните, конечно же, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, мои хорошие, что сегодня были у меня в гостях. Спасибо, что вас у меня больше и больше становится. Всех вас очень люблю. И до новых встреч, до новых вкусных, полезных рецептов. С вами была Виктория. Пока!